Друзья мои, всем огромный привет! Вот такие вот показатели у нас сегодня. Солнышко поворачивает на северную сторону, и сейчас здесь будет еще жарче. Но, несмотря на все это, Hoya serpens, наконец-то, девочки, она у меня третий год, по-моему. Наконец-то, наконец-то решила зацвести. У нее были попытки меня порадовать в прошлом году, но не случилось. О, я вижу, уже открывает она бутоны. Не все так гладко с ней складывалось эти 2 года. Очень долго адаптировался срезик, но потихонечку, вот вижу, не потянула часть зонтика, видите, часть бутонов сбросила, но дело в том, что я ее сбросила с полки нечаянно. Упали хои, и упали, более взрослые упали на нее. Я подумала, что все, а уже были цветоносы с бутончиками. Было начало формировки. Цветонос, смотрите, какой маленький, а бутоны достаточно такие крупненькие. Так, а ну здесь открывает корзинки свои, вернее, открывает свои бутончики. Расскажите в комментариях, как у вас ведет себя эта, не побоюсь сказать, королева среди хой по своему поведению, Hoya serpens. Но, девочки, она очень-очень миленький, имеет листочек, природный вид. Хоя, любимая Матильда, получилась путем скрещивания двух видов, обычной карнозы и Hoya serpens. Сейчас есть, видите, я вижу сплэша немножко на своих листиках, не на своих листиках, на листиках своей любимой хоечки. Да, несмотря ни на что, она остается любимой, одна из любимых. И вы знаете, Матильду мы все любим, и мне когда-то очень захотелось иметь и серпенс. И, конечно, то, как развивается Матильда и как развивается серпенс, это две огромные разницы. Но главное в этом деле терпение. Очень долго укореняется, вроде как укоренившись, очень долго растет. Ну вот в этом году немножечко она уже начала более-менее активничать. Ну, конечно, это просто ее цветение для меня просто подарок. Жду, 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 ребята. Вот так выглядит ее бутон интересный. И вот так он трансформируется в цветущую корзинку. Думаю, что утром мы с вами уже увидим эти прелестные открытые цветочки. Так что доживем до утра. У нас сейчас тревога, так что доживем до утра и посмотрим на цветение Hoya serpens. Ребята, прошли сутки. Прошли сутки. Посмотрите на эту красоту. Открыл цветочки. И вот здесь тоже. Серпенс вообще прекрасен. Смотрите, какой пухнастый. Интересный, интересный. У него такой, я бы сказала, цветочек больше в салатовый уходит. Видите? Какой прикольный. Ой, какой интересный. Сейчас узнаю про аромат. Пока вот на таком расстоянии я не слышу аромат. Возможно, и не ароматит, или еще рано. Нет, аромат появляется, но аромат, я вам скажу, таких зеленых трав, характерный для большинства хой. Пока какого-то внятного объяснения найти не могу. Но я думаю, это только первые сутки, поэтому и непонятно. Вау! Ну, красавчик! Очень хочется рассмотреть поближе. Ну, вот так, я думаю, будет интереснее. Смотрите, какие цветочки у Hoya serpens.
Прикольная. Так, ну а здесь, конечно, непонятно. Возможно, что не вытянет. Возможно, нет. Так, я сейчас посмотрю. Еще тяжелый горшочек. Я на предмет полива проверила. Вот такая вот прелесть. Да, интересненько. Посмотрю, когда солнышко сядет, будет ароматить или нет. А это другой цветонос, да? Да, на нем 3 бутона осталось. Но тоже будет цвести. Красавчик. Матильда, кстати, девочки, тоже выкинула бутоны. Вот и Матильда. Спешит, спешит. Было бы интересно пронаблюдать одновременно цветение и Матильды, и ее родителя. Карноза у меня, девочки, уже нет. Но у меня есть новохост карноза, есть триколор карноза, а классической нет. Ой, слушайте, тут же еще вот и вот. Тут если поискать, много корзиночек можно найти. Матильда тоже собралась цвести. Девочки, пришла домой. Чувствую здесь такой аромат, но не дендробиум нобели, он днем ароматит. Ну и вычислила, конечно же, это не кохлята энциклия, она вообще не ароматит. Смотрите, у меня уже второй распустился осьминожек. Ну, конечно же, ароматит вот эта красота. Очень нежно и приятно. Ненавязчиво. Умница. Ароматная умница. Вот так вот. Какая молодец. Эта корзинка еще не ароматит. Она еще полностью не открыла цветочки. Ароматит вот это. Клевая. Боже мой, боже мой. Думала, конечно, будет больше корзинок. Ну вот 2. Только открывает бутоны красавица Матильда. Матильда Сплэш. Ну, пока даже не ароматит. Только-только их открывает. Видите, вот так вот надо заглядывать снизу на это великолепное цветение. И причем одновременно открывает 2 корзинки. Ну, завтра с вами посмотрим. Она за ночь, думаю, откроет. И будет красивенько с утра. Такая вот умничка. А серпенс уже отцвел. Видите, какая у нее корзинка. Да, Жорочка? Такая вот наша красивая хоечка Матильда. Кажется мне, что кого-то скоро надо будет пересаживать. Девочки, вот сегодня открылись уже корзиночки. Вот такие красивые. Прямо вау. Ароматят сейчас. По полной программе, что называется. Вот смотрите, какой листик симпатичный. И какая корзиночка. Да? Прямо вау-вау. Супер. Цветочек к цветочку. Красотка. Вот такие вот 2 подружки. Такие вот 2 букета. Красота. Просто невероятная красота. Недолгая, но обворожительная красота. Девочки, а я ведь отпаиваю ее. Любовалась цветочками. И глянула, и смотрю, вот сейчас листиком уже лучше. А тургор, как бы, знаете, такие вялые листики. И главное, что я и сегодня к ней подходила, и вчера вечером. И я даже не заметила, что она пересыхала, может быть, или что. Ну, или я на листья не обращала внимания. Но сейчас вот я вижу, возвращается немножко уже упругость листьев. Я потихонечку поливаю. Возможно, сегодня уже даже больше не буду. А завтра утром подойду еще
и полью. Потому что вот тряпочки прям были вот такие мягкие листья, как, знаете, как сморщились. Но сейчас немножечко уже пошла влага. Я в шоке. А я все подхожу и на корзинке любуюсь на эту красоту. А на листики не смотрю. И вроде так вчера поднимала. И мне показалось, что она как бы напоена. И все. А сегодня вот вечером смотрю, а она пить хочет. И прям так, знаете, сморщились листочки. Но сейчас вот я полила, минут 10 прошло, стало лучше. Так, вижу, ус засушила. Надо тоже срезать краешек. Немножко вот тут надо прихватить. Сделать такой веночек. Я ее так вот накручиваю. Ну, красавица. Но вот сейчас цветение, дополнительная нагрузка. И как-то она начала пересыхать прям активно. Тут главное не залить, потому что если пересохло, потом залить, и могут быть вот такие вот вещи, которые произошли в прошлом году. Видите, после пересушки резкий полив и не выдерживают клетки растения, и лист аж трескается, лопается лист. В общем, вот так вот. Но я вижу, она повеселела, все. А то бывает, что и не вернешь тургор. Если уже совсем корни там высохли, а вы полили, и все, и нет пути назад. Только черенкование и заново укоренение. Чем, в принципе, мне и нравятся хои, что их можно все-таки восстановить после залива или после пересушки, если есть еще живой, так сказать, черенок. И черенок в воде срезанный, его надо прихватить вот здесь, девочки, надо обязательно прихватить. Сейчас вот пойду возьму крепеж и прихвачу, а ус этот выведу так кверху. Если вот даже пересохший черенок, и очень часто, что он еще имеет шанс на жизнь, и вы поставите в водичку, и он оживет. Вот такая вот вам еще раз красота, милота, да? Класс. Пахнет вообще супер. Я не знаю, сколько дня, может 3-4 подцветет, может больше. Ну, думаю, что не неделю, конечно, меньше. Красотка белоснежная. Все, сейчас буду ее приводить в порядок. Обрезать лишнее, прикреплять. В общем, надо над ней поработать. Ну что, друзья мои, цветение закончилось у этих прекрасных хой. У Хои Серпенс и у Матильды. И они активно принялись наращивать свою зеленую массу. Именно зеленую, потому что Матильда дает зелень. Где же сплэш? Где же сплэш? Ну, бывает у нее такое местами. Ну, посмотрим, вот как будет на этом побеге, на этой лозе. Ну, в общем-то, видите, отцвели, порадовали и дальше принялись расти. Ну, Серпенс вообще прям вот для нее сейчас тепло и влажный субстрат, и она прям вовсю. Такого у меня еще прироста не было. Прям эта волна прироста прям удивительно, приятно. И такая не бедная волна прироста. Ну, прям я порадовалась. Порадовалась. Что там цветоносик? Я вам скажу, это же было у нее первое цветение. Но цветоносы она и раньше выдавала, но не тянула цветение. Бутоны либо отсыхали, ну и не развивались. Вот это вот то, что я вам засняла, это был первый именно раз, когда она зацвела. И сейчас я смотрю, что здесь что-то вот все же затевается у Серпенс. Хотелось бы, конечно, еще раз увидеть ее цветение. Да, возможно, что это формируется новая волна цветения, подрастают новые бутохи.
Боже, вы не представляете, это настолько микроскопические бутончики, видите, на фоне моей руки. Ну, конечно, Матильда тоже не шибко балует меня цветением. Дело в том, что это северная сторона. У меня на южной стороне ей некомфортно по росту. Она на северной стороне растет у меня лучше. Лучше растит ботву. На южной стороне она охотнее цветет. Вот и думай, как быть. Ну, серпенс, видите, и процвела, и растет. Ну, я решила вот в это пока еще жаркое время на летнюю сторону их не переносить. Стоят на северной. Получают такое скользящее солнечное освещение. А дальше на зиму будем посмотреть. И смотрите, кто к нам пришел. А к нам пришел Жорик. Да? Привет. Мы тут про хои рассказываем. Заходи. Заходи. Хои наши любимые. Вот. Сегодня у нас про хои. Да, Жорочка? Про хои. Ну, вообще, прям серпенс у меня в этом сезоне прям разрослась, девочки. Прям я довольна. Еще есть мелколистная хоя, называется пилтата, тоже природный вид. Ну, возможно, если будет такая у меня возможность, я тоже попробую с пилтатой. Ну, пока вот у меня есть серпенс, что там Жора все проверяет, и есть Матильда. Смотрю, девчонки с удовольствием покупают Матильду варигатную. Ну, я еще пока не решаюсь. Я знаю, что варигатные хои не слишком сговорчивые, поэтому я пока покупку варигатной Матильды отложила на некоторое время. Ну, в списке желаемых она у меня есть. Так что вот так, друзья мои. Всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого-самого наилучшего. Пока-пока. Пишите, есть ли у вас эти две хоечки и как они себя показывают, цветут ли они в ваших условиях.